Здравствуйте! Сегодня я хочу показать вам универсальный способ создания живописных ягодок. Их можно делать маленькие, большие, достаточно просто и интересно. Для этого понадобится сам холодный фарфор, проволока для бисероплетения, можно использовать 0,2 или 0,3, обязательно стек или зубочистку. Конечно, для сбора веточки понадобится тейп-лента и те краски, которые вам необходимы будут для создания ягодок. Из зеленого цвета мы будем делать ствол, ножки для ягодок. В холодный фарфор я добавила травяную зеленую. И для самих ягодок в мастер-классе я буду показывать на основе вот такого вот красивого цвета, нежно-сиреневый такой, с розовым оттенком. В глину я добавила небольшое количество зефирной глины для того, чтобы убрать эффект пластика при высыхании фарфора. Наши ягодки — это шарики. Для того, чтобы понять, как создать живописные и объемные ягоды, давайте рассмотрим, как рисуется обыкновенный шарик. Он состоит из блика, света, полутени, тени и рефлекса. Блик — это самый светлый участок, то есть самый освещенный, а рефлекс — это свет в тени. Эти две части делать на ягодке мы не будем, потому что он у нас получится естественным путем, то есть с помощью освещения любого. А вот свет и тень мы будем создавать с помощью краски. Если внимательно рассмотреть, то есть небольшой участок желтого цвета и, допустим, какой-то другой оттенок. На белых я использовала розовый. В зеленом случае также для света я делала желтый цвет, а для тени использовала зеленый с добавлением немножечко синего цвета. Таким образом, в любой из ягодок мы будем создавать свет, тень, а в основу будем использовать уже окрашенный цвет. Для этих ягодок я использовала чистый зеленый в основе. Для белых тоже просто белый цвет. И затем их окрашивала. Сейчас покажу дополнительно, как можно создать разнообразие оттенков для ягодок. Сначала разводим необходимый цвет. В данном случае у меня вот такой вот светло-сиреневый, ближе даже к розовому. Его я разделила на 3 части. То есть это основной цвет. В первую часть я добавила больше холодного фарфора и получила светлый цвет. И третью часть окрасила более активно. И получился яркий цвет. Из этих 3 цветов мы будем создавать ягодки. Дополнительно можно смешать между собой каждый из цветов, то есть промежуточный. Таким образом у нас получится целых 5 оттенков цвета, из которых будет состоять веточка с ягодами. Вот, допустим, этот цвет. И основной цвет смешиваем с темным. У нас с вами получается 5 оттенков. Для веточки.
Сперва нам необходимо подготовить ножки, на которых будут держаться ягоды. Обтягиваем зеленым цветом приблизительно в 2 сантиметра, оставляя край проволоки без фарфора, без глины, приблизительно в 1 сантиметр. Даем полностью высохнуть. Из свободного конца проволоки делаем петельки. Этот этап я уже подготовила. Использую я пенопластовые шарики для того, чтобы облегчить ягодки. Они получаются тогда практически невесомые. И холодного фарфора уходит в 2 раза меньше. На обтягивание таких шариков уходит приблизительно такое же количество, как и сам шарик. Берем глину, разделяем ее на небольшие кусочки. Я обычно делаю, допустим, 5-6 ягодок. За это время они успевают подсохнуть, и на них не остается отпечатков пальцев. Сплющили. Тщательно обтягиваем, чтобы не было воздуха. И прокручиваем в ладошки. Такой принцип создания ягодок я уже показывала в мастер-классе про снежноягодник. И сейчас показываю, как можно с помощью цвета создать уже совершенно другие ягоды. Главное, чтобы внутри у нас не оказалось воздуха. Так, 4. Еще один сделаем. Здесь у меня простой клей ПВА. Берем нашу ягодку, окунаем петельку и вставляем так, чтобы проволока вошла практически до конца, до макушечки. У нас получается между собой склеивается не проволока с холодным фарфором, а холодный фарфор ягодки и ножки. Тогда крепление будет прочное. Сейчас покажу, если подергать. Видите, не вылетает. Клей обязательно. Тогда крепление будет хорошее. Берем острый стек, протыкаем макушку и в разные стороны резкими движениями подрываем глину. У нас получается достаточно широкая дырочка, поэтому берем аккуратно такими поглаживающими движениями, ее собираем кверху. Вот такая вот ягодка. Из всех получившихся 5 оттенков делаем необходимое количество ягодок.
Вот такое количество ягодок у меня получилось. Как я уже сказала, нам необходимо усилить эффект объема у каждой ягодки. Для этого мы будем делать свет и тень. В данном случае я буду использовать для света чистый желтый цвет. Для тени можно использовать розовый хинокридон с добавлением фиолетового, чтобы получился такой холодный оттенок. Очень сильно разводим краски растворителем. У меня это номер 1. То есть вот видите, жидкие и прозрачные. Обязательно вытираем кисть, чтобы на ней не было много краски. И с любой из сторон, лучше это делать сверху, прокладываем сперва желтый оттенок. С противоположной стороны разведенный холодный цвет. Видите, кисточка очень ярко сделала. Мы делаем другой оттенок. И этими двумя оттенками прокрашиваем все ягодки. То есть активно где-то можно, достаточно сильно. И растерли. Также можно развести более холодный оттенок, или синий, или фиолетовый. Обязательно вытираем кисть. И в нижней части немного добавляем этого оттенка. То есть с противоположной стороны желтого цвета. Совсем небольшое количество. То есть фактически ягодку мы расписываем дополнительно 2 или 3 оттенками. Видите, у нас получается свет, полутень и тень. Но учтите, на, допустим, фиолетовых, чисто фиолетовых ягодках свет нельзя прокладывать желтым цветом, потому что в основе получится коричневый оттенок. Поэтому вот некоторые, которые очень фиолетовые у меня, да, получились, я не буду делать на них в некоторых случаях желтый оттенок. Вместо желтого можно использовать белый, розовый или, допустим, в синих делаем голубой, белый или же желтый можно добавить, но тогда получится зеленый оттенок. Также нельзя использовать в свет желтый цвет на черных ягодках, потому что в смешении желтого и черного получается зеленый. Также можно в черные ягодки добавить белого, серого или, допустим, красного какого-то, розового. Тоже очень интересно получается. То есть наша задача расписать ягодки с помощью света и тени. Вот тоже какие интересные. После того, как ягоды высохнут, приблизительно, ну, хотя бы
через сутки, но я вам сейчас покажу этот этап. Окрашивать мы самые носики будем акриловой краской. Можно брать умбру жженую или коричневый. Разводим очень сильно водой на мягкую кисть. Берем ягодку и сперва вовнутрь носика добавляем краску. После этого проходим кисточкой плашмя по самым краям. Можно делать и черным, и коричневым, и красным, в зависимости от цвета вашей ягодки. Или, допустим, активным коричневым в самом края только, без использования краски вовнутрь, без добавления краски вовнутрь. Но мне нравится, когда она внутри ягодки. Таким образом окрашиваем все ягодки. Для создания тени у ягод можно использовать тот цвет, который вы вмешивали в глину, или же добавлять синий, фиолетовый, то есть холодные оттенки, и даже черные. Вот у меня есть ягодки с использованием черного цвета. Но будьте аккуратны, черный цвет очень сильно перекрывает любой оттенок. Собирать можно как на одном уровне в виде такой вот шапки, так и веточками, то есть на разном уровне. Допустим, вот таким вот образом. В зависимости от будущей композиции. Легче всего скручивать по 4 штуки, затем обязательно продлять ствол, ждать, пока он высохнет, и вновь собирать, допустим, по уже 2 соцветия, продлять ствол и еще уже 4 соцветия вместе. Взяли небольшой кусочек глины, в месте соединения тщательно придавили, прокрутили и опустили. Можно 1-2 сантиметра. Если видите трещины, их лучше всего заглаживать такой вот кисточкой силиконовой и оставлять до полного высыхания.
прокрутили и опустили. Обязательно в центре придавливаем глину. Если считать, что 4 ягодки это одно соцветие, я их соединила, продлила ствол, он у меня полностью высох. После этого соединила 2 соцветия вместе, они у меня высохли. Теперь 4 соцветия вместе. Проходим тейп лентой и холодным фарфором. Обтянули и опустили буквально в 1-2 максимально сантиметра. Прокрутили и обязательно с помощью кисточки и воды заглаживаем место стыка. После того, как обработали такие соцветия из 4 штук, соединяем уже по 8 и продлеваем проволоку.